Давайте в этом видеоматериале поговорим на чистоту. Вы когда-нибудь смотрели новости, листали ленту соцсетей или видели рекламу какого-нибудь сомнительного гуру и думали, ну как этот человек вообще стал так знаменит? У него же, кажется, ветер в голове. Это не вам кажется. Это повсеместное явление. И на то есть несколько простых, но мощных причин. Первая причина заключается в шуме вместо смысла. Кто громче, того и слышно. Представьте себе две комнаты. В первой сидит скромный ученый, который 10 лет изучал проблему чистой воды. Он может рассказать вам все о технологиях фильтрации, но его речь будет насыщена сложными терминами, оговорками и нюансами. Он осторожен в выводах. Во второй комнате яркий, громкий персонаж, который кричит: «Я изобрел волшебную таблетку от всех болезней. Виноваты во всем инопланетяне и рептилоиды. Все просто. Кого покажут по телевизору? Чье видео наберет 1 000 000 просмотров за час?» Думаю, ответ очевиден. Система внимания, в которой мы живем, устроена так, что она поощряет не глубину, а громкость. Соцсети, медиа, политика — все это работает на вовлечение. А что вовлекает лучше всего? Простые ответы на сложные вопросы, яркие эмоции, гнев, возмущение, восторг, скандалы и эпатаж. Умный человек часто сомневается, видит оттенки серого и говорит: «С одной стороны так и так, но с другой будет иначе». Глупец уверен в себе на 100%. Его послание кристально простое, как детский кубик. И эта простота, эта безудержная уверенность — магнит для внимания. Ему не нужны доказательства, ему нужна площадка. Вспомните любого популистского политика. Его лозунги никогда не бывают сложными: «Сделаем нашу страну великой». Кто ж против? А как именно, за счет каких ресурсов, какие будут последствия? Это уже скучные детали, которые только мешают красивому и громкому посылу. Вторая причина — это эффект Даннинга-Крюгера, или почему глупость так уверена в себе. Есть такое психологическое явление — эффект Даннинга-Крюгера. Его суть в том, что люди с низким уровнем квалификации и интеллекта часто не могут осознать свою некомпетентность. Им не хватает ума, чтобы понять, насколько они глупы. Говоря простыми словами, чтобы понять, что ты плохо играешь на скрипке, нужно знать, как на ней вообще играть. Человек, знающий немного, но очень громко заявляющий о своих знаниях, будет казаться окружающим более авторитетным, чем настоящий эксперт, который видит всю сложность картины и потому говорит осторожно. Глупец не страдает от сомнений, он не тратит силы на саморефлексию, он просто берет и делает. А в нашем быстром мире, где ценится скорость и решительность, это часто воспринимается как лидерское качество. Пока умный человек просчитывает риски и составляет несколько планов, идиот уже ворвался в кабинет начальника, наобещал с 3 короба и получил повышение. К примеру, кричащий блогер, который с умным видом рассуждает о вреде прививок, не имея медицинского образования. Его уверенность заражает тысячи людей, в то время как робкие попытки врачей объяснить реальное положение дел тонут в море эмоций и крика. Третьей причиной является внимание. Внимание — это валюта. А скандал — самый быстрый способ ее заработать. Раньше, чтобы стать известным, нужно было сделать что-то значимое, написать книгу, выиграть войну, сделать научное открытие. Сегодня алгоритмы работают иначе. Вам не нужно делать что-то хорошее. Вам нужно сделать что-то, что соберет лайки, репосты и комментарии. А что собирает лучше всего? Контент, вызывающий сильные эмоции. Ненависть — это тоже вовлеченность. Скандал — это пиар. Абсурдное высказывание — это способ попасть в тренды. Логика медиапространства проста. Неважно, что о тебе говорят, главное, чтобы говорили. Поэтому персонажи, которые ведут себя максимально глупо, эпатажно или провокационно, всегда на виду. Они идеально встраиваются в эту экономику внимания. Они — человек-событие. Каждый их пост, каждый выход в свет — это повод для обсуждения, волна публичности. Например, участники разных реалити-шоу или скандальные инфлюенсеры.
Они не обладают талантами актеров или ученых, но они мастерски создают вокруг себя информационные поводы, ссорятся, мирятся, делают абсурдные заявления. Их имена у всех на слуху, в то время как имя, скажем, ведущего инженера, создавшего новый мост, знают лишь единицы. Четвертая причина заключается в простоте. Нам, обычным людям, так проще. Признаемся себе, постоянное напряжение ума — это тяжело. После тяжелого рабочего дня хочется не читать сложные аналитические статьи, а посмотреть простое, яркое, может быть, даже глуповатое шоу. Глупые персонажи и их истории не требуют от нас умственных усилий. Мы смотрим на них и чувствуем себя умнее, успешнее, адекватнее. Это своего рода психологическая компенсация. Они становятся для нас антигероями, на фоне которых наша собственная жизнь кажется не такой уж и плохой. Кроме того, их простота создает иллюзию доступности. Смотри, он такой же, как я. Ничего не знает, но прорвался, значит, и я смогу. Это создает эмоциональную связь, которой часто лишены умники в костюмах, говорящие на непонятном языке. И, наконец, пятая причина — это скромность и непубличность умных людей. А где же умные? Они в тени. Умные, образованные, глубокие люди редко рвутся к софитам. Им часто бывает неинтересно или даже противно участвовать в этой гонке за вниманием. Их мотивация — это поиск истины, создание чего-то настоящего, а не сбор лайков. Они работают в лабораториях, пишут код, оперируют в больницах, проектируют здания, преподают в университетах. Их работа не всегда зрелищна, но она фундаментальна. Именно они на самом деле и правят миром, но делают это из-за кулис. Они обеспечивают работу интернета, поставляют электричество в наши дома, создают лекарства и двигают науку вперед. Проблема в том, что их незаметная, но важная работа не попадает в ток-шоу. О ней не снимают вирусные ролики, но именно они — каркас, на котором держится наша цивилизация. А глупцы у софитов — это лишь яркая, шумная, а иногда и опасная мишура на этом каркасе. Что же со всем этим делать? Включать критическое мышление. Всегда задавайтесь вопросами. Кто это говорит? Какую выгоду он преследует? Что стоит за его громкими заявлениями? Не верьте на слово, ищите первоисточники. Ценить тишину и глубину. Осознанно потребляйте информацию. Найдите и поддерживайте тех, кто говорит по делу, даже если их голос не такой громкий. Читайте качественную литературу, смотрите научно-популярные каналы. Не путать популярность с компетентностью. То, что человека все обсуждают, не значит, что он в чем-то разбирается. Это значит лишь то, что он мастер привлекать внимание. Не отчаиваться. Миром правят не только те, кого мы видим на экранах. Настоящая сила в титаническом труде миллионов умных и адекватных людей, которые каждый день делают мир лучше. Просто они не кричат об этом на каждом углу. Поймите одну важную истину: мир не захватили идиоты. Он просто устроен так, что у шума и глупости есть временное преимущество в гонке за внимание. Но именно тихий, умный и настойчивый труд в конечном счете определяет будущее. Наша задача — не поддаваться на шум, различать суть за формой и помнить, что софиты освещают далеко не всех, кто действительно представляет ценность.